Всем привет! Сегодня мы готовим торт Рафаэлло. Сначала я начну готовить крем. В сотейник вбиваем одно яйцо, всыпаем 60 грамм сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара, 1 столовую ложку с горкой кукурузного крахмала и все хорошо перемешиваем венчиком до однородной массы. Вливаем 300 миллилитров молока. И еще раз все хорошо соединяем. Полученную массу отправляем на средний огонь и при постоянном помешивании варим до загустения. После того, как масса загустела, делаем маленький огонь и варим еще примерно 30-60 секунд. Снимаем с огня, переливаем в другую емкость. Добавляем 20 грамм сливочного масла и все хорошо перемешиваем. Сверху накрываем пищевой пленкой в контакт и отправляем остужать. Я это быстро делаю в морозилке. Приготовим тесто. В глубокую миску вбиваем 2 яйца. Добавляем 1 неполный стакан сахара. Вливаем 1 стакан кефира, щепотку соли. Всыпаем 1 чайную ложку ванильного сахара и 3 столовые ложки растительного масла. Все хорошо перемешиваем венчиком до однородной гладкой массы. Через сито просеиваем 1 стакан муки. И всыпаем 1 чайную ложку разрыхлителя. Вместо разрыхлителя вы можете использовать соду. Все хорошо перемешиваем до однородной массы. Самое главное, чтобы у нас не было комочков. Всыпаем 50 грамм кокосовой стружки и еще раз хорошо перемешиваем. Тесто готово, вот такое оно получается. Берем форму диаметром 20 сантиметров, дно застилаем пергаментной бумагой и выливаем подготовленное тесто. С помощью лопатки распределяем тесто по всей форме. В центре делаем небольшое углубление, чтобы у нас не поднималась шапочка, но также я накрываю сверху фольгой, чтобы при выпекании шапочка не поднималась, а выпекался равномерно. Но это по желанию, можно и не накрывать фольгой. Достаем корж из духовки, готовность проверяем деревянной шпажкой и даем постоять в форме примерно 5 минут. После чего перекладываем на решетку и даем остыть. Приготовим крем. Достаем из морозилки остывший заварной крем. Добавляем 400 грамм мягкого сыра и все хорошо перемешиваем. Вместо мягкого сыра вы можете использовать любой творожный сыр, маскарпоне или крем-чиз. Все хорошо перемешиваем до однородной массы. Вот такой должен получиться у нас крем. Но для того, чтобы крем получился более похож по вкусу, как Рафаэлло, я добавляю белый шоколад с миндалем. Ломаем на кусочки, отправляем в микроволновку и полностью растапливаем.
Также для хруста я поджарила миндальные лепестки и измельчила в мелкую крошку. И добавляю пару ложек в растопленный шоколад, но это по желанию. А еще будет лучше, если у вас есть миндаль, также подсушить и нарезать. И добавить также в крем. Это будет очень вкусно. Все хорошо соединяем. И добавляем растопленный шоколад с миндалем в наш подготовленный крем. И еще раз хорошо перемешиваем. Крем готов. Вот такой он получается. Остывший корж мы разрезаем на 3 равные части. И приступаем к сборке торта. На блюдо выкладываем первый корж. Пропитывать я его не буду, но если вы хотите, можете пропитать молоком. Выкладываем примерно по 3 столовые ложки на каждый корж и шпателем равномерно распределяем крем. Верх я также хорошо промазываю кремом. По возможности, если надо, можно выровнять верх. И промазываем оставшимся кремом бока торта. У меня осталось немного миндальных лепестков жареных. Я туда добавляю примерно 30 грамм кокосовой стружки. Перемешиваем и будем украшать наш торт. Сначала мы украшаем бока торта. И оставшейся крошкой я украшаю верх торта. Торт можно убрать на 1-2 часа в холодильник, чтобы он хорошо пропитался, но я буду нарезать сразу и подаю к чаю. Торт готовится несложно, быстро и получается очень вкусным. Обязательно пробуйте, готовьте и напишите, как вам торт. Торт очень напоминает по вкусу Рафаэлло, поэтому пробуйте, готовьте. Я надеюсь, вам очень понравится торт. А вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием.